Шановні, дивіться, яка краса у нас получилась. Просто пісня. Шановні, доброго дня. Придумал салат. Салат такой, название дал ему «Дамская нежность». У меня жена любительница салатов, да и дочка тоже. И меньшая внучка тоже. Вот я как бы для своих женщин придумал «Дамская нежность». А сват мне посоветовал украсить. Говорит, такой салат только надо в красивом оформлении. Давайте я вам покажу, что я придумал. Так, смотрите, у меня покупное слоеное тесто. Здесь килограмм, но мне килограмм не понадобится. Разворачиваем его. Так, дивіться, это килограмм теста. Я его чуть-чуть раскатаю, потому что она толстоватая. Так, слегка. Подравниваем его, чтобы оно все одинаковое было. Так, и нам надо 10 на 10 кусочки. И режем. В общем, квадратики надо сделать 10 на 10. Сейчас я порежу на квадратики и включусь. Вот, смотрите, вот таких 10 квадратиков. Все, а это просто порежем, что-то выпечем. Так, берем квадратик. Берем, вот у меня 10 миллиметров. Вот такую вещь, которую выдавливать крематом, разукрашивать. Так, обрезаем угол. Так, закругляем его. Делаем его полукруглым. И начинаем по кругу выдавливать вот такие штучки. Наполовину вот так ставим, видите? И выдавливаем. Я сейчас выдавлю и включусь. Берем наш квадратик. И вот здесь 1 на 1. Вот так. Оп. Прижали. Закруглили. Вот. И ложим на лист. Вот, ложим на лист друг от дружки. Все, сейчас я все полеплю и включусь. Так, смотрите. Вот я сделал 4 штучки. Что мы делаем дальше? Включаем духовку на 180 градусов. Выпекаются они 10-12 минут. В зависимости от вашей духовки. Берем желточек и 3 чайные ложки воды. И смазываем это. Смазали и ставим в духовку. — 180 градусов 10-12 минут. Смотрите в зависимости от вашей духовки. Как начали румяниться, пробуем шпажкой и достаем. Шановні, дивіться, що нам нужно для салата. Я не нашел креветки. Купил вместо креветок клешни краба. Обчищенные все. Авокадо. Кукуруза бондюэль. Крабовые палочки хорошего качества, такие сухенькие, хорошие.
одно яблочко. С кислинкой должно быть. Сыр пармезан. Ну, пармезана много, тут, наверное, только половина пойдет. Красная икра. Помидоры, маслины, виноград. Все, что я буду делать, вы в процессе увидите. Начинаем первый этап. Так, смотрите, я беру емкость. Вы же, если не будете украшать так, как я, можете сразу в салатницу делать его, в красивую. Это у меня просто для того, чтобы смешать. В первую очередь высыпаем кукурузу. Она у нас готова. Режем яблоко. Такое, чтобы вот как кукурузка была, 5 на 5 миллиметров. Сейчас все покажу. Я вот, к примеру, режу так вот где-то по 5 миллиметров на слайсы. Потом режу вот так. Вот так. Сильно крупно не режьте. Все, вот такие кубички у нас получились. Все, сейчас я все порежу и включусь. Смотрите, порезали наше яблочко. Дальше режем крабовые палочки. Так же само, меленько. Все, сейчас порежу, включусь. Смотрите, порезали наши крабовые палочки. Дальше режем авокадо. Покажу, как резать авокадо. Может быть, кто-то не знает. Вернее, даже как открывать. Вот так прорезали по кругу. Потом вот так, опа. Косточку достаете. Достается. Видать, зеленковатый. Обычно достается. Начала шевелиться. Да, наверное, один край зеленковатый. Все, и достали. Теперь косточка. Берем ложку и вышкребаем наше авокадо. Отделяем его, вернее, от кожуры. Все, видать, немножко зеленковато, видите, не полностью отделяется. Ну, это можно срезать, все. И режем так же само кубиками. Меленько. Сейчас я порежу и включусь. Так, шановні, вот на такую терочку натираем сыр наш пармезан. Смотрите, я натираю сразу сюда. У меня где-то сюда пойдет грамм 80. Все, сейчас я натру и включусь. Так, натерли наш сырок, авокадо. Теперь это все нужно нам перемешать. Перемешиваем. Оно все соединилось. Смотрите, заправлять я буду соусом. Господи, соусом. Майонезом. Открыл вот эти клешни краба. Можно с них масличком добавить. Но я не буду, я считаю, что будет жирноватый. Я заправляю домашним майонезом. Он у меня шикарный. Я уже показывал, как я делаю майонез. Там, где шуба у меня, есть домашний майонез. Так что, так. Вот, в принципе, перемешали. Добавляем теперь майонез. Ох, какой майонезик, а. Я думаю, достаточно. Если будет мало, я добавлю.
Сейчас попробуем на соль. Я не солил ничего. Все, сейчас перемешаю и включусь. Так, смотрите. Я еще хочу добавить. Я перемешал. Хочу добавить немножко сольки. Щепоточку. Вы же делайте по своему вкусу. Можно вместо крабовых палочек креветки сюда порезать. Это будет еще бомбезней. Но я и так, насколько могу, это делаю бюджетный вариант. Ну, не совсем бюджетный, но шикарный. Так, все, смотрите, что делаем дальше. Смотрите, салат, в принципе, на 95% готовый. Что мы делаем из вот этого и вот этого? Я сейчас покажу. Да, еще будем же добавлять красную икру. Так, шановні, дивіться. Вот наши типа ракушечки такие спеклись. Вот видите? Что мы делаем? Нам надо разрезать их напополам. Так, но не до конца. Вот так разрезали. Теперь берем ложку салата. И уложим сюда. Делаем аккуратно, чтобы не разорвалось. Теперь смотрите. Делаем жемчуг. Можно поставить вот так виноградинку. Можно помидорку. Сейчас я вам покажу. Вот видите? Можно же черную маслину, как черный жемчуг будет. И ложим вот сюда сбоку вот так кальмар. Господи, кальмар, ну клешню вот это. И улаживаем здесь красной икрой. Все, я сейчас все это сделаю и все вам покажу. Шановні, ну дивіться. Пейзаж. Натюрморт. Я даже не знаю, как это сказать. Просто песня. Давайте скуштуем. Вот я тут и корочки положил, виноградик. Давайте скуштуем. Оце все. Вот это можно убрать. Прикусочку так. А это кушать. После вкуса бомба. Яблочко такую кислинку дает. Ну, я вам не могу это объяснить. Шановні, зробіть оце. Зробіть. Это вкуснятина. Единственное, что желательно вместо крабовых палочек креветки купите. Грамм 150. Тоже мелко порежьте вместо крабовых палочек. Вообще будет бомба. Я просто не нашел.
Если не жалко, добавьте красной икры и перемешайте с красной икрой. Все. Вот такая вот. Ставим лайк, подобайки. Пишем комментарии. Ну хоть напишите, красиво, некрасиво. Ну мне же интересно. А то у меня зрители какие-то, ну, молчаливые. Мало пишут комментарии. Неужели, ну, я написал. Я частенько пишу. Ставим лайки, подобайки. Хай всім щастить.